Всем привет, вы находитесь на канале Real Fraud Story. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал. Я снова в деле готов записывать для вас ролики, писать что-то в телеграме. Обязательно подписывайтесь, этим вы даете мне мотивацию, потому что сейчас у меня демотивация, так как подписчики в телеге упали. Было раньше 3500, сейчас 1500, и все время отписываются после каждого нового видоса. Но это объяснимо, потому что людей интересует немножко другое, но все равно. Сегодня речь пойдет об элит-визе в Таиланд. Это такая виза, которая делается минимум на 5 лет и дает право непрерывного пребывания в Таиланде без каких-либо дополнительных условий. Просто можно сначала рассказать о том, какие существуют визы, если вы хотите переехать в Таиланд и жить, без каких-либо сложностей. То есть Таиланд, он такой достаточно дружелюбный. Вы можете, первое, жить по туристической визе, но там, по-моему, нельзя больше 3 месяцев жить, то есть и продлять ее надо каждые... Или она делается, по-моему, на 3 месяца, и потом ее продлеваешь еще на месяц или что-то такое. Потом можно жить на бордеранах, это вы приезжаете и живете там месяц по штампу, который ставится безвизовый, потом еще раз едете в Малайзию там, или в Камбоджу одним днем на микроавтобусе. Я ездил один раз, тратится 10 часов на это все из Бангкока. И вам ставят... Вы переходите границу и сразу же переходите границу обратно, вам ставят новый штамп, и вы там остаетесь еще в Таиланде. Эта услуга стоит 3000 бат, это примерно $80. Ну, тоже удовольствие так себе, надо вставать в 5 утра и чесать весь день на микроавтобусе. Ну, мне не очень понравилось. Потом один из способов остаться в Таиланде — это студенческая виза. Студенческая виза — это вы делаете визу в какую-нибудь школу языковую, где вы будете типа учить английский или тайский, или французский, там, или китайский, какой хотите. Вы можете, правда, учить, а можете просто не ходить, и это будет так, что вы там не появляетесь в этой школе, вам... Потом какая-нибудь проверка может приехать, и вам надо будет ходить на эти уроки, там, сидеть каждый день по 3 часа, по 4, просто вам ничего не будут преподавать, вы просто будете сидеть на этих уроках. Но бывают и школы, в которых есть прям реально уроки, и люди ходят на эти уроки, то есть если вы хотите так, то тоже неплохо. Стоит это обычно где-то за год вместе со всеми услугами, там, продлением и прочим, где-то 60 тысяч бат в год это выходит сейчас. Ну и самая такая, рабочие визы там мы всякие не рассматриваем, пенсионные не подходят. И самая виза, про которую вообще мало где говорят и мало информации, это элит-виза. Она сейчас подорожала, она год назад стоила самая дешевая 600 тысяч бат, сейчас она стоит уже 900 тысяч бат, самая дешевая элит-виза, самая дешевая на 5 лет. Она дает много привилегий, и самое главное, она позволяет вообще без каких-либо проблем прилетать в страну, жить, никто не задает никакие вопросы, потому что по любым другим визам у вас могут быть проблемы, вас могут не пустить в аэропорту. Даже у моей хорошей знакомой была проблема, она летела с семьей, с мужем и ребенком, и ее не хотели пропускать. Представляете, просто на границе говорили, что у тебя студенческая виза, все, мы тебя не пустим. И там только из-за ребенка уже в конце концов пустили, хотя держали час на границе, на Пхукете это было. Поэтому, это такое себе удовольствие. Элит-виза, вообще что это? По факту это типа туристическая виза, но которая минимум дается на 5 лет с кучей привилегий. Привилегии такие, что там 24 трансфера в год по Таиланду в аэропорт. То есть тебя в аэропорт отвезут, везде сопроводят. Как это происходит? Если у тебя там в Бангкоке это происходит так, что 2 аэропорта. Если аэропорт Дон Муэнг, то за тобой приедет Toyota Camry. Этот аэропорт используется для внутренних перелетов. За тобой приедет Toyota Camry, довезет тебя, и все, и пойдешь на свой рейс. Если это трансфер в аэропорт Суварнабхуми, в международный аэропорт, например, на рейс в Россию, то за тобой приедет BMW 7, которая тебя встретит, заберут, довезут до аэропорта, там встретят,
проведут полностью по всей очереди, отстоят за тебя везде очередь на регистрацию, на багаж, и доведут до самолета целой делегацией, и после этого ты улетишь. То есть и все это включено в стоимость твоей визы. По прилету, если ты прилетаешь в аэропорт, то тебя встречают в Суворнабхуме на гольф-каре, собирают сразу твой багаж, чемоданы, на гольф-кар этот грузят и везут тебя сразу к выходу вот в эту, опять же, BMW 7 и везут тебя до дома, где, просто, в общем, довозят до дома. И все это, опять же, включено в элит-визу, и можно пользоваться этим 24 раза в год. Очень удобно, потому что, там даже на такси можно потратить в аэропорт, там сколько он стоит, наверное, 600 бат самое дешевое такси, стрёмненькое. А здесь такого уровня такси-то стоит вообще под 3000 бат примерно. Также даются всякие скидки. Например, я очень много пользовался скидками на массаж в такой спа-салон, как Let's Relax. Пока у меня уже оборот там не превысил такой, что дает скидку и без этого 20%. А по элит-визе дают скидку 15% без каких-либо условий. И так-то очень приятно просто за то, что у тебя есть элит-виза. Все время присылают какие-то билеты на что-то. Например, в прошлом году присылали билеты на забыл я, как называется этот фестиваль, где, когда приехало очень много американских рэперов известных, там и Cardi B, и, Lil Wayne, по-моему, не было, но, в общем, очень много известных, Young Thug, прям очень много, забыл, правда, как называется, Трэвис Скотт точно был. В общем, постоянно что-то такое присылают, есть еще куча каких-то скидок, но, опять же, самое главное это то, что вам не нужно ни о чем думать, вы просто можете жить в Таиланде. Делается это так, что вы получаете эту визу, и после этого вы год можете непрерывно находиться в Таиланде, и либо, если вы выехали из страны куда-то, этот год опять обнуляется, либо, если вы не выезжали из страны, можете прийти в иммиграционную службу и продлить еще раз на год. И так вот неограниченно, без проблем могут продлевать вам. Можете открывать любые банковские счета в Таиланде. В общем, там, правда, очень много всего. Все очень удобно. И элит-виза, правда, позволяет вообще не думать ни о чем, ни о каких проверках. Единственное, да, надо делать 90 дней day report. Это раз в 90 дней вам нужно сдавать свой паспорт на том, чтобы, сообщить ваш адрес проживания. Это делается в офисе в Бангкоке. В принципе, все вообще легко и удобно. Поэтому вообще, если вы раздумываете над элит-визой и вы собираетесь, правда, жить в Таиланде, то лучше, чем элит-визы, ничего, я думаю, нет. Это очень хорошая инвестиция. Чтобы ее получить, что нужно сделать? Нужно зайти на сайт Thailand Elite и заполнить анкету. Но сейчас они ввели реферальную ссылку только для тех, у кого есть уже элит-виза. Можно получить ссылку специальную и отправить ее там кому-то, своим знакомым, кто захочет получить эту визу. И какую-то часть денег зачислят бонусом, там куда-то переведут тому, кто отправил. Поэтому я себе такую ссылку сделал. И если вы хотите сделать себе элит-визу, то пишите мне, я вам скину ссылку. Да хотя я ее даже в описании здесь помещу. Ну, в общем, ничего особенного там не будет. Я не знаю даже, сколько денег они там платят и сколько возвращают. Ну, просто у меня уже из знакомых по моей рекомендации сделали визу несколько человек, и поэтому, просто раз уж так дело идет, то почему бы и не помочь с тем, что люди все равно ее делают, и я выложу эту ссылку, и вы будете регаться. Я не сомневаюсь, что из моих подписчиков вряд ли, наверное, кто-то еще будет делать, кроме тех, кто уже сделал. А из тех, кто случайно найдет это видео, потому что когда я искал информацию, там не особо что-то было интересное по поводу этой визы. Сейчас, я думаю, чуть побольше дал инфы. Суть в том, что вы просто подаете заявление, с вами связываются, вы переводите деньги, прилетаете в Таиланд, либо в аэропорту сразу получаете эту визу, либо едете в иммиграционную службу, там получаете. Все. Даже самое удивительное, не надо было доказывать никакое происхождение средств, там вообще ничего не надо, вы просто переведите деньги. И в тот момент она стоила 600 тысяч бат, это около
1,5 миллиона рублей на одного человека, и я посчитал, что это, конечно, вообще шикарная инвестиция. И по сравнению с другими странами, в Таиланде это очень дешево, потому что там в каком-нибудь Сингапуре 2 миллиона долларов надо, в Корее 500 тысяч долларов, в Малайзии надо было 8 миллионов рублей, чтобы получить визу на 10 лет. Поэтому Таиланд очень удобен этим, и если вы рассматриваете вариант, куда переехать там за инвестиции, то здесь вам точно будет хороший вариант. Сейчас 900 тысяч бат, это там сколько-то, около 2 миллионов 300 тысяч рублей. Ну, как по мне, не такие большие деньги за возможность жить в Таиланде в течение 5 лет без каких-либо обременений, поэтому думайте, пишите мне комментарии, ставьте лайки этому видео. У меня еще на тему Таиланда даже будут сейчас еще пару видео, будут еще видео о здоровье. Короче, много будет видео интересных. Также придумал еще одно видео. Постараюсь вас порадовать. Спасибо за внимание. Пока.